see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересные гибридные наушники от компании CVG. И это лимитированная версия, выпущенная ко Дню Святого Валентина, получившая название Bidong. И наушники поставляются в очень увесистой коробке с приятным оформлением в виде конверта. А тут сзади есть вот такая вот картинка. А коробка тут открывается вот таким образом, где нас встречает сердце и надпись «Любовь навсегда». Прикольно сделано, да? И лично я еще вот такого не встречал. А еще вот здесь есть вот такая небольшая поэма о любви на двух языках. Да, технические характеристики наушников тут нигде не указаны. Но если кратко, то за звук здесь отвечает один динамический драйвер и целых 6 арматурных излучателей. И как по мне, эта связка крайне интересная. А еще они получили 28 Ом импеданс и чувствительность составляет 112 дБ. Поэтому на раскачку эти наушники довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники тут полностью изготовлены из авиационного алюминиевого сплава, поэтому они довольно легкие, но при этом очень крупные и широкие. На лицевой панели здесь есть вот такой вот рисунок из квадратов и логотип CVG на обоих наушниках. А единственное компенсационное отверстие расположено вот здесь, как и разъем 2 пин, рядом с которым находится маркировка правого и левого канала. А вот сопло тут довольно широкое и имеет золотую сеточку. А вот с посадкой, кстати, на удивление, все хорошо. Наушники лично у меня в ушах сидят очень плотно и ничего нигде не давит. Да и дискомфорта никакого нет. Да и бортик тут на звуководе хорошо выполняет свою функцию. И лично я использовал эти наушники с амбушюрами Divinus. Ну а все аксессуары находятся в отличном кейсе с логотипом компании. И здесь мы получаем по-настоящему аудиофильский кабель с покрытием из серебра высокой чистоты, с коннекторами 2 пин, с хорошо сформированными заушинами, удобными, и возможностью установки сюда любого штекера. Например, как балансный 4.4, так и стандартный 3.5, так и балансный 2.5. И здесь нам положили даже вот такой USB Type-C для подключения к смартфону с встроенным ЦАПом CX31993. И переходник на USB для подключения, например, к компьютеру. Ну и конечно, куда же без набора силиконовых амбушюр. Ну а еще здесь есть вот такой вот мануал, гарантийная карточка и сертификат качества продукции. Ну и да, вот эти 8 роз, конечно, тут прикольно дополняют всю эту концепцию ко Дню Святого Валентина, и я даже скажу, что они очень сильно и приятно пахнут. Ну а вот теперь давайте лучше поговорим о звучании этих наушников CVG Bidong. Найти их графика ЧХ, конечно, было не так просто, но я смог это сделать. И в итоге мы тут имеем очень хороший буст низких частот на 8 дБ, что, конечно, сказалось на количестве баса. И вот тут реально ощутимо больше, чем во всех последних наушниках, что я встречал. Потому что тут уже я могу вполне отнести эту модель к басхедным гибридам. Да и мне понравилось, что средние частоты здесь оформлены ровно как я люблю. С очень аккуратным и небольшим акцентом на верхней середине. Без какой-либо доминации над другими частотами. Особенно над басом. И поверьте мне, такое очень часто встречается. И конечно на краях тут высокие частоты нам немного совсем прибрали. Но все вполне в рамках нормы. И соответствует Harman Target. И да, сразу отвечу, что подача у наушников не яркая, что как по мне плюс, так как давайте-ка лучше отдохнем от ярких моделей. А вот на деле мы тут имеем очень хорошее преобладание массивных, глубоких, низких частот. Саббас тут реально в полном порядке и гудит как полагается, давая хороший заметный сабвуферный эффект, а мидбас же здесь представлен как очень ударный, панчевый и крайне пробивной, с хорошей
проработкой текстуры и общей фактурности баса. И не ощущается он каким-то расслабленным или скомканным. Наоборот же, очень четко контролируется и не мешает другим частотам. То есть все тут оформлено по высшим канонам наушников с динамическим излучателем на низких частотах. И да, я могу очень даже рекомендовать данную модель к рассмотрению басхедом, так как мало того, что здесь мы имеем очень четкий атакующий массивный бас, так здесь еще и очень адекватно и правильно представлены средние частоты, которые подаются как очень прозрачные, воздушные, с небольшой легкостью у инструментов, но при этом с добавочным весом у голоса за счет небольшого подъема на нижней середине. И при этом мне чертовски нравится этот нейтральный и не яркий тон подачи вокальной части, который здесь не будет вас как-то утомлять своим излишним присутствием и назойливостью, как это часто бывает в ярких наушниках с акцентом на верхней середине. Поэтому здесь да, такой проблемы совершенно не наблюдается, да и тембры тут очень даже правильные, несмотря на наличие кастомных арматурных излучателей. Причем их тут немало, а целых 6, поэтому все тут подается очень однородно, как и должно быть на правильно спроектированных гибридных наушниках. Но вот на высоких частотах здесь имеется и отличное расширение с легкой, буквально небольшой добавочной детализацией на тарелках, как и достаточная продолжительность с приятными, но очень аккуратными затуханиями. А что меня еще порадовало, так это то, что у наушников здесь имеется очень хороший, достаточный и не чрезмерный уклон в техничность, которую я очень одобряю. За счет этого они отлично справляются с более тяжелыми инструментальными перегруженными треками и безумно подходят для чего-то акустического или классической музыки с виолончелью, струнами или духовыми инструментами. Поэтому да, по жанрам тут ограничений никаких нет. И я бы не назвал эту подачу сухой или мониторной, наоборот же, все тут звучит очень эмоционально и с той самой взрослостью звучания за счет лучшей проработки микро и макро деталей. Поэтому вся музыка в них играет очень интересно и по-настоящему захватывающе. А сибилянтов здесь вообще никаких нет, так как у этой модели и не стоит задачи вытягивать и как-то акцентировать разные недостатки сведения в музыке, что как по мне и хорошо. Поэтому просто берете, подключаете эти наушники к вашему любимому источнику и наслаждаетесь ими. Но что вот касается стереопанорамы и ее проработки, то здесь мне все довольно уже знакомо. Сцена по ширине очень хорошо строится и по-правильному охватывает своей не менее скромной глубиной. Инструменты в пространстве не теряются и звучат раздельно, так что проблем с их определением у вас тут точно не возникнет. А вот вывод по данной модели у меня получился таков. CVG Bidong — это очень интересная новинка со сбалансированным звучанием, которое появилось супер неожиданно, но смогла сразу удивить меня. Во-первых, своим мощным, буквально обволакивающим, массивным и глубоким басом, а во-вторых, очень правильной и нейтральной подачей средних и очень детальных высоких частот, где есть хорошая техника и никуда не потерявшаяся аналитика, с очень явной прозрачностью и воздухом. Ну а ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Пишите ваши комментарии. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.